Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать целых два джемпера с красивыми рельефными ажурными узорами, которые подходят начинающим мастерицам, поскольку у них несложные, совершенно простые ажурные узоры. И мы сегодня один из таких узоров будем вязать. Поэтому, если у вас есть желание связать такой красивый джемпер, то, пожалуйста, остаемся на моем канале и смотрим это видео до самого конца. Значит, у нас отличительная особенность этих обоих джемперов будет наличием у них широких рукавов. И поэтому сейчас давайте более внимательно рассмотрим конструкцию первой модели джемпера, которая рекомендуется вязать из мягкой пушистой пряжи. В идеале это кит мохер. Но я покажу вам сегодня более дешевую и бюджетную пряжу, которая тоже отлично смотрится. Поэтому, девочки, не пугайтесь, если вам покажется дорого связать такой джемперок. Я думаю, что из бюджетной пряжи, более дешевой, вы вполне себе такую красоту свяжете. А узор действительно очень простой. Всего 8 петель в ширину и всего 4 ряда в высоту. Представляете? Совсем простой, логичный и довольно интересный. Кроме того, первая модель у нас отличается, давайте внимательно рассмотрим все нюансы вязания этой модели. И если у вас нет еще особого опыта в расчетах джемперов, у меня будет ссылка под видео на бесплатный, абсолютно бесплатный мастер-класс по расчетам. Там я очень доходчиво и простым языком объясняю, как рассчитать петли, как рассчитать ряды, как распределить раппорты. Все очень, девочки, я думаю, будет вам комфортно смотреть мое видеообъяснение, видеоурок. Итак, давайте смотреть более детально. Конструктивно у данной модели классическое исполнение. То есть у нас, в принципе, здесь два варианта на выбор. Либо вы в круговую вяжете этот узор, либо вяжете поворотными рядами спинку перед раздельно. Широкий рукав. Широкий рукав. Можно его сделать просто по прямой, то есть без скоса, когда будете вязать, либо сделать даже его с таким расширением внизу, наоборот, да. И смотрите, рукав с окатом, но можно сделать спущенное плечо. Моделька у нас выглядит довольно-таки свободно, то есть это стиль у нас идет оверсайз, но можно сделать, конечно же, и сидящий по фигуре. Далее обратите внимание, перед у нас идет меньше, чем спинка. Сейчас это довольно модно и актуально. Вертикальные узоры подходят для больших размеров, очень хорошо подходят за счет того, что они зрительно вытягивают фигуру, и, в общем-то, это очень положительно смотрится, стройнее смотрится фигура. Так, что касается рукава, ну да, здесь явно к низу идет расширение, но выкройку, которую я буду вам сегодня предлагать, говорит о том, что у нас ширина внизу рукава и вверху рукава в принципе одинаковая. Но у второй модели, которую мы будем с вами сегодня тоже рассматривать, там совсем немножко другая конструкция. Там рукав прям сильно расклешен к низу. И там вы можете тоже взять эту выкройку на заметку. В идеале, конечно, связать это изделие из
кидмахера на шелке. Вот. Но если не позволяет бюджет, можно воспользоваться более дешевой пряжей, которая с ангорой, например, или вот шерсть мериноса, какие-то там, в общем-то, такие добавочки. Я вам сегодня сделаю предложение совсем дешевой пряжи российского производства. Так. Ну, здесь, в принципе, вот узор очень хорошо виден, да, вы видите, совершенно простые ажурные дорожки вертикальные идут, и между ними скрещенные лицевая одна в виде такой линии, которая проходит через все изделие по вертикали. Хорошо смотрится, пушистый, нежный получается образ. Согласитесь, очень красивая модель, шикарно смотрится. У нас рукавчики, вырез горловины, низ, все связано резинкой, в которой используются лицевые скрещенные петли. Сегодня в узоре мы будем такие петли вязать. То есть, кому непонятно, это петля наоборот, то есть вы ее как бы перекручиваете, когда вяжете. Вот, например, я вяжу бабушкиным способом, то есть я подхватываю лицевую за заднюю стенку. Сейчас большинство вяжут европейский способ, когда за переднюю стенку лицевую подхватывать. То есть вам надо наоборот сделать, да, то есть как бы перекрутить ее в момент вязания. То есть если я вяжу за заднюю, то чтобы скрещенную получить лицевую, я ее перекручиваю и вяжу за переднюю. Вот таким образом получается вот такие рельефные, как это сказать, петельки, более такие рельефные на фоне изнаночных петель, симпатично смотрятся. Так, причем резиночка у нас у выреза горловины явно идет одна лицевая, две изнаночные. Обратите на это внимание. А вот рукав и низ у нас связаны резиночкой 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная. А вырез горловины две изнаночные используется и одна лицевая. И подвернут он, видите, он двойной. Вот такая особенность. Так, можно, конечно, связать, ну, как бы, как мы привыкли, рукавчики с обычным скосом, да, но вот в том-то, наверное, вся изюминка. Здесь еще, если сбоку сделать такие разрезики, и вы видели, сбоку я имею в виду рукавчиков, такая вот вообще будет оригинальность. Вы будете прям отличаться от всех. Симпатичный довольно образ, пряжу, цвет вы выбираете под себя, конечно же. Вот нейтральный телесный цвет, очень хорошо бежевый смотрится. Вот, и нежно-салатовый тоже, в принципе, неплохо смотрится. Я думаю, что это очень замечательная моделька. Давайте посмотрим с вами выкройку. Я предлагаю использовать вот такую выкройку. Это классика. Классика, здесь есть размеры проставлены. Первый размер 52 сантиметра, это 42-44. Второй размер получается, значит, у нас 58 сантиметров. То есть это довольно-таки много берется на свободное облегание. Получается 58, это на 46-48 размер. Российские, я сейчас называю размерчики, 62, и это уже идет на 50, 52 и 54 даже подойдет. Ну, это все, конечно, на любителя, очень индивидуально, так как длина рукава, длина изделия, девочки, делайте скрин и свои мерочки все-таки корректируйте. Это несложно сделать. У меня имеется схема, по которой мы будем сегодня с вами вязать. Я ее вам покажу, но если у вас возникнут какие-то сложности, вам надо все-таки посмотреть мое видео до конца, там я буду вязать этот узор. А сейчас я предлагаю вам посмотреть пряжу. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу воздушная компании Camtex, серия премиум. 100 грамм у нас 370 метров. В составе у нас 50 грамм акрил, 25% меринос и 25% шерсть. Это очень красивая нежная ниточка у нас, пушистая, мягкая очень.
шикарно смотрится в вязаном изделии, абсолютно не колется. Спицы 4. И вот так у нас выглядит наш с вами образец. Довольно симпатичный, несложный вяжется, красивый вертикальный ажур. Совершенно простой узор для новичков. И мы с вами сегодня его повторим. Я расскажу, как его вязать. Модель номер 2 – это такой тоже довольно оригинальный вариант. Здесь спущенное плечо идет и небольшой окат. Классика тоже у нас. Детали вяжутся раздельно, снизу вверх. Обратите внимание, какой красивый ажурный рукав у модели. Он расширен к низу, клином таким идет красивым. И много, в принципе, вот вижу сходства именно по рукаву. Вот тоже оригинальная, симпатичная вещь. И тоже несложный узор. Сейчас я покажу вам схему ко второму джемперу. Как вы видите, 10 петель у нас, значит, ширина раппорта и 14 рядов высота раппорта. На схеме показаны только лицевые ряды. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Вот такая выкройка используется для вязания этой модели. Тоже делайте скрин, кому интересно. Вот здесь такой рукав, как видите, да? Он действительно расширяется к низу, то есть можно воспользоваться. Упрощенный такой окат у нас идет, спущенное плечо, как я уже сказала. Детали вяжутся раздельно и сшиваются. Изнаночная гладь у нас используется по спинке и переду, а рукав вяжется ажурным узором. Вот такие предложения сегодня я вам, девочки, сделала. Выбирайте. Я думаю, что это интересные предложения. Есть из чего выбрать, рассмотреть. Особенно вот мне первая модель нравится, но вторая нравится своей оригинальностью. Пряжу тоже подбирайте. Вот эту вторую модель, мне кажется, очень хорошо будет смотреться из пряжи с хлопком или вискозой. Такой легкий шелковый будет у вас вариант. Нарядный, кстати, нарядный вариант. А сейчас я хотела бы вам показать узор. Как вязать узор к первой модели. Мы сегодня будем с вами вязать вот такой, девочки, узор. Этот узор вяжется спицами номер 4 у меня. И он состоит из 8 петель и 4 рядов. Для вязания этого образца у меня здесь 3 раппорта и 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. Я набрала 27 петель. Раппорт составляет 8 петель и 4 ряда. И начинаем с вами вязать первый ряд. Кромочную снимаем, раппорт начинается со скрещенной лицевой. 2 изнаночные. Следующий элемент — это из 3 петель мы будем вывязывать 3 с накидом. Как это делается? Смотрите, вот эту 3-ю петлю я накидываю на первые 2 и сбрасываю. На оставшихся 2 я вяжу первую лицевую, делаю накид и снова лицевая. Получилось из 3 3. Дальше идут 2 изнаночные. И на этом у нас раппорт заканчивается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 петель. Дальше идет повтор раппорта. Второй раппорт вяжем также скрещенная лицевая, 2 изнаночные. 3-ю петлю накидываем на первые 2. Смотрите, чтобы они у вас тоже не упали. Первые 2. Дальше вяжем лицевая, накид. Лицевая, 2 изнаночные. Связали второй раппорт.
Вяжем третий раппорт, также скрещенная лицевая. Дальше вяжем 2 изнаночные. Третью петлю накидываем на первые 2 и вяжем лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Одна петля у нас остается для симметрии, и мы ее провязываем скрещенной лицевой, кромочной вяжем изнаночной. Связали первый ряд, переворачиваем. Второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночные. Вяжем второй ряд. Кромочную сняли, вяжем изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная. Накид провязываем изнаночной, изнаночная, снова лицевая, лицевая, изнаночная. То есть как они на нас смотрят. 2 лицевые, да, поняли. 3 изнаночные, накид провязали тоже изнаночный, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, накид вяжем изнаночный, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Переворачиваем. И у нас с вами сейчас третий ряд нашего узора. Вяжем следующим образом. Кромочную сняли, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт первый. Второй раппорт также идет скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Связали второй раппорт. Третий раппорт вяжем скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Связали третий раппорт, и у нас одна была лицевая скрещенная для симметрии, кромочная, изнаночная. Почему для симметрии? Если кому непонятно, мы здесь начинаем с лицевой, и нам надо, чтобы это было красиво, симметрично, и поэтому мы заканчиваем тоже одной лицевой. Понятно, да? Переворачиваем, и четвертый ряд вяжем так же, как второй. Абсолютно так же, как смотрят петли. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Все.